Значит, еще раз добрый день. Наше занятие сегодня будет активировано дополнительным участием бионет-структурами, да, то есть которые мы все используем для того, чтобы обеспечить себе более активное взаимодействие с тем миром, который не видим, но с которым мы все связаны, с миром структур, миром вселенского биоинтернета или миром, скажем так, глобального энергоинформационного поля Земли. Ну, то есть его по-разному называют, терминология не устоялась, каждый пытается по-своему называть. То есть у каждого есть такая возможность, да, самому подсвечивать своим светом. Да, любовь — это свет, у нас как раз, видите, как она просветлилась сразу, она беленьком такая любовь у нас. Вот, поэтому мы будем сейчас, попробуем поиграть со структурой потенциала любви. Ну, у нас вот есть такие карточки, которые так называются потенциал любви. Давайте несколько слов про эти карточки. Про структуру саму, да, то есть что дает нам структура потенциала любви. У нас там большое, длинное, запутанное описание есть на сайте, вы можете почитать, но я понял, что народ его не понимает. Поэтому я попробую так кратенько, без углубления в теорию. Говорят, да, то есть один человек, есть другой, и любовь между ними, да, то есть что значит между ними? Это значит, есть некий свет, который их объединяет. Да, то есть есть один объект, есть другой, когда появляется любовь, появляется дополнительная связь, как некая световая, да, то есть которая может их сформировать, и что создает? Она создает нам условия объединения их в одно целое. Поэтому вот потенциал любви — это как раз формирование вот этого дополнительного. У каждого человека есть как бы вот эта возможность создавать вот эти световые связи и объединяться, да, в одно целое с другими людьми. Что значит в одно целое? Ну как это? Один человек в одном месте, другой какое одно целое? Мы как бы разные объекты. Но дело в том, что вот через эту световую связь мы объединяемся не в пространстве, а во времени. Мы можем получить общее время жизни, единое для, вот, допустим, двух человек. А может и больше быть в этой вот возможности присоединения. Может и не с одним человеком создавать такие связи, а с множеством, да, то есть людей, световые связи. Поэтому мы говорим не о любви, там, М и Ж, допустим, как часто ее воспринимают, а мы говорим о неком качестве, которое гораздо более широкое. О качестве создания условий для объединения в одно целое, как временных единиц. Потому что в чем проблема, иногда людей не находят общий язык? У каждого своя структура времени. Да, то есть, и тогда, если мы чисто формально начинаем подходить к объединению, да, то есть тогда начинается воздействие, ну, как бы управление, манипулирование одним человеком другим. То есть стой здесь, иди сюда, то есть делай так, как я хочу. И тогда появляется напряжение. Один человек начинает напрягать другого. Другой человек говорит: да, я тебя люблю, я согласен там на все, давай я буду делать все, что как ты хочешь. Но это вот то, что Борис Сергеевич называл власть страсти, да, то есть как бы, а когда человек пытается манипулировать другим, это страсть власти, то есть к любви это не имеет отношения. Поэтому вот структура потенциала любви, она помогает человеку налаживать вот эти свои собственные характеристики, которые позволяют объединяться с другими объектами во времени. Объектами, но имеется в виду не обязательно людьми, да, например, с животными, с растениями там, и так далее. Можно же любить свое домашнее растение, питомца. Вот у нас есть такая структура, очень сильно недооцененная, называется дриада. Она как раз помогает налаживать связи собственные, да, то есть вот с растениями, с растительным миром. И она очень хорошо работает на растительный мир. Почему нам это важно? Потому что когда стоит что-то у нас в горшке в доме, важно, чтобы это вот то, что стоит, оно нам помогало, нас усиливало. Да? То есть и вот как раз вот эта структура позволяет вот это растение делать магическим, да? То есть которое теперь начинает вас усиливать как живой объект. То есть объект, который в вашем доме вас начинает, ну, как говорят, облагораживать. Да? То есть, ну вот, то есть, ну, мы можем сами такие связи делать, если захотим. Да? Вот с растениями, с животным миром, с другими людьми,
с чем угодно на самом деле с тем, что даже в нашей реальности не находится. Но на этом вот условии основаны другие наши изделия, например, там золотая рыбка, золотое яблоко, вот, золотая маска, там целый ряд объектов, которые позволяют выходить за пределы реальности и какие-то качества набирать из других реальностей, которые находятся вне нас. Ну, фантазийной реальности, и, может быть, еще где-то. Так вот, значит, потенциалом любви мы сейчас, много я как бы не буду рассказывать про него, потому что у нас и так времени нет немного. Значит, задача потенциала любви, да, усилить те качества человека, которые у него есть, его свет, таким образом, чтобы он мог этот свет использовать для вот таких вот соединений одних объектов с другим. То есть вот эту любовь, которая у него есть, как свет, он мог ее транслировать другим людям, и тем самым, с одной стороны, получать вот такое взаимоусиление. Как работает структура потенциала любви. То есть она помогает создавать условия для объединения. Да, то есть у нас есть разные структуры, есть, которые помогают создавать условия для разъединения. Атрада, биоянтра, например, да, от чего-то надо отделиться. С одной стороны, но отделиться не в прямом смысле, что надо вот чего-то с чем-то побороться, а с точки зрения того, что разъединить некие связи одной от другой с тем, чтобы они не мешали проявляться. Но структура вот потенциала любви, она же присоединена к нашему аккаунту, который вот зумовскому, в котором мы сейчас взаимодействуем. И мы его на себе можем ощутить, то есть попробовать настроиться. Сейчас мы будем такую настройку делать. Вопрос можно? Да. А вот, Сергей, вы сказали, структура объединения любви объединяет, а биоянтра разъединяет. Вот если у тебя будет две карты, они как согласовывать будут работать? Не будут как бы в противовес входить? Нет, они в противовес не ходят, потому что они как бы с разными работают. Ну как бы, вот вы, все равно у вас есть процессы объединения живые в организме и разъединения. Да? То есть вы что-то вот взяли, себя ввели, например, да, и объединились с чем-то. А потом куда-то пошли, там в туалет, например, и с чем-то разъединились. И одно другому не противоречит совершенно, да, то есть как бы, это как бы процессы, естественные процессы, с чем-то вы связываетесь, с чем-то разъединяетесь. Поэтому здесь они друг другу будут только усиливать, потому что те эффекты, с чем вы хотите объединяться, будут усиливаться, а то, что будет разъединяться, тоже будет усиливаться, соответственно, потому что это усиление, на самом деле, естественных процессов, которые у нас есть. Все светлицы работают на усиление естественных структур человека. Это не замещение одной другой. Например, там благо. Мы взяли, и теперь у нас будет много благ, потому что мы откуда-то что-то начнем получать. Нет, это усиление ваших качеств по формированию этого потока благ. Какой он у вас есть, этот поток, он просто станет более эффективным. Не значит, что вы в одной части станете миллиардером, допустим. Да? То есть, как бы, если вы будете в этом плане работать, да, то есть вы потихонечку выстроите, да, и станете вот миллиардером, и эта карта вам поможет. Но считать, что вот человек карту приобрел, и тут же у него сразу все посыпалось, как из рога изобилия. Да, в какой-то мере это происходит, но в той мере, в какой вы готовы это принять. Потому что часто человек не готов принять то, что к нему идет. А карта блага помогает усиливать вот эти возможности. Поэтому карта потенциала любви, она не ослабит вам работу биоянтра или там карточки Атрада, она как раз усилит возможность соединения с тем, чем вам надо. Потому что мы не просто соединяемся с чем надо. То есть некоторые говорят, я вот взял карточку, теперь буду ходить, и у меня теперь я сразу же выйду замуж, например. Да, например. Вот. И потом удивляются, почему этого не происходит. Ну, потому что мы должны своим вниманием этот свет направлять. Не просто как бы я стал такой светящийся, и теперь у меня все теперь замечательно. На этот свет теперь все будут слетаться, как мотыльки. Все мужчины, например, да? Нет, вы этим светом как бы вы можете усилить и направить туда, куда надо, на тот объект, который вам нужен. А если это нет, ну, значит, этого нет. А не так, что теперь я буду вот как такой магнит, который все это будет притягивать. Вы этим магнитом будете, если вы этим качества будете свои развивать. Ну вот поэтому давайте мы сейчас немножко поразвиваем вот эти свои качества природного магнетизма
через структуру потенциала любви. Давайте для начала попробуем ощутить вот это влияние этой структуры, которая у нас есть. Если у кого-то есть карточка, давайте мы ее возьмем в руку и попробуем настроиться. Настроиться на эту структуру. Или вот есть поток вот это вот структур, которые у нас есть от экрана, и вы попробуйте настроиться на него. И ощутить, да, то есть, как ощутить? Ну, например, ощутить, где в теле откликается. Вот вы как бы, где у вас любовь? Где она у вас внутри сидит? В каком органе, в какой части, да, то есть, почему она именно там локализована? Ну, как бы, почему локально сначала откликается там? Ну, а теперь давайте попробуем с этой структурой активно повзаимодействовать. Сейчас включим музыку. Что значит взаимодействовать? Ну, сейчас опять мы попробуем делать такой небольшой экскурс в самих себя и послушать. Давайте представим вот этот поток структурный от потенциала любви как некую чашу. Вот есть чаша, которая наполнена такой вот плазмой. Плазмой любви. Такой светящийся. И вы берете и начинаете пить из этой чаши. Вот эта вот жидкая любовь, она нас начинает заполнять. И в первую очередь вот то место, в котором вы ее ощутили. И постепенно она начинает вас заполнять. И вы светитесь. Вы ощущаете, как этот свет начинает распространяться внутри вас. И вокруг вас появляется такое плазменное облако. Облако любви. Можно представить, что у вас на груди распускается цветок. И этот цветок у каждого свой. И из него начинают выходить световые лучи. И эти лучи вы можете направить на кого угодно. Давайте направим эти лучи на наших близких, даже если их рядом нет. А часть лучей мы направим на себя. И ощутим вот этот световой поток еще сильнее. И мы видим, что, допустим, мы направляем на кого-то этот световой луч, и у него тоже начинает распускаться цветок.
И у них, вокруг них тоже появляется вот такая светящаяся плазма. Плазма любви. И вот давайте те лучи, которые от них идут, соединим с теми лучами, которые идут от нас. Появляется такая трубка световая, которая вас соединяет. А на вашем световом шарике снаружи есть какая-то картинка. Ну, какой-то образ. Образ этого цветка, например. И у того человека есть снаружи его картинка, его образ, и образ его цветка. И через эту трубку происходит слияние этих цветов. И внутри одного шарика появляется образ другого. То есть то, что снаружи одного, появляется внутри другого, а то, что снаружи одного, появляется внутри другого. Появляется такая матрешка. Нуль-транспортировочная связь. Если вы что-то хотите другому человеку хорошее передать, вы это отправляете сначала внутрь себя, и она тут же оказывается внутри него и разворачивается оттуда. А теперь направим лучи от нашего цветка на вот всех присутствующих, которые у нас здесь есть. Сегодня у нас 33 человека, 33 богатыря. И мы получаем сеть любви. Которая вложена одна в одну. Фрактально. А теперь давайте попробуем вот это ощущение, которое у нас осталось, попробуем через него повзаимодействовать. Попарно. Мы как бы из него пытаемся не выходить. То есть мы сейчас попробуем поделать движение рукой. Установить связь вот эту через руку. То есть есть такая штука, называется эксперт-операторное взаимодействие. Но мы сейчас будем это делать. Давайте мы, то есть, кто хочет, да, поучаствовать вот в этом вот взаимодействии, мы давайте сейчас пары организуем и попробуем вот это повзаимодействовать. Ну, давайте, вот кто у нас есть. Людмила
и Андрей, например, да, вот Буторин, Софья Свиридова и Светлана Фролова, Раиса и Наталья Зайцева, Любовь и Ирина Делор, Наталья и Вячеслав Мостовой. Значит, что мы сейчас будем делать? Значит, мы сейчас попробуем договориться. Значит, вот кого я первым называл, у нас будут эксперты. То есть они будут как вот отображать движение. А те, кто я называл вторыми, они будут операторами. То есть вот те, кто у нас эксперты, поднимите руки, кто понял, что он эксперт. Так, значит, у нас пар, сколько у нас получилось? Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Так, значит, что мы делаем? Да, то есть сейчас будет простая задача на самом деле. Те, кто операторы, да, они будут вот как-то двигать рукой. Так, чтобы эту руку было видно на экране. А те, кто эксперты, они будут пытаться повторять. Но повторение здесь не механическое, как бы я вот вижу, как двигается рука, я повторяю, а послушать, как бы, чтобы слушали, что рука идет сама. Да? То есть мы вот это вот движение начинаем ощущать, как будто бы рука сама двигается. Да? То есть, поэтому сначала мы что делаем? Вот попарно мы пытаемся настроить рукой друг к другу. Давайте мы сейчас настроились, подняли руки. Да, то есть и настроили вот связь друг друга через руку. Вот этот луч света, который мы тут сейчас сформировали, вот эту световую плазму, мы направили друг другу через руку. И соединились. Да, то есть и образовали вот эту вот мультитранспортировочную часть. Получились вот мы такие две матрешки, вложенные одна в одну. И вот давайте теперь попробуем через эту связь и подвигаем.
подкрутил. Мы эту вот плазму взаимную начинаем как бы усиливать, раскачивать ее, передавая друг другу, и все делая все больше и больше. Да? Лазерная накачка. И накачиваем ее не только себя, да, то есть, но мы как бы ощущаем, что она начинает расходиться вокруг, везде, по всей планете. Ну вот. Поэтому вы можете вот так, даже руками не махая, общаться через световые связи с помощью структуры потенциала любви с другими людьми. И вот играйте, да, то есть вот на улице, дома, на работе, везде можно вот попробовать вот поиграть вот эту, да, то есть как бы ощутили вот эту вот световую компоненту в себе, да, то есть и лучик раз кому-то направили, и через этот свет начали человеку передавать любовь. И будете смотреть, на самом деле начнет меняться отношение к вам со стороны окружающих. Они будут к вам более доброжелательны, более хорошо настроены. Здесь не надо ничего-то требовать взамен, потому что любовь — это такое качество безусловное, да, то есть оно не требует каких-то определенных условий, а оно создает условия для того, чтобы можно было чем-то делиться. Потому что света у всех много. Важно не думать, что если вы кого-то подсветили, что у вас от этого стало меньше. От этого только станет больше, потому что ваше световое тело начинает прокачиваться, оно начинает светиться все сильнее и сильнее, и тем самым вы начинаете быть более преобразовательным. То есть вы начинаете в этом мире становиться более яркой личностью. А если мы стали более яркой личностью, ну, соответственно, на личности у нас стало больше. Ну, потому что на лицо все будет как бы происходить, лицо стало светиться, свет лица стал больше, поэтому вы стали другой личностью, соответственно, с другой наличностью. Самое главное помнить, что эти связи, они есть всегда. Важно ими начать пользоваться, их начать усиливать. Да? То есть, как только вы их начнете ощущать и усиливать, ну, тем самым ваша предъявимость в мире резко изменится. Потому что через этот свет вы будете передавать как бы свои желания, свои настроения, свои ощущения. И мир на это будет реагировать. Когда человек плохо светится, ну, его не видно.
он незаметен для окружающих, не ощущается. Особенно интересно с детьми так вот общаться, когда можно подсветить кого-то из ребенка. Если когда он капризничает там, или еще что-то, ну, попробуйте с ним наладить сначала световую связь через потенциал любви. То есть вот мы видим, что через вот такие связи у нас нет расстояния, да, то есть каждый находится на 1000 километров друг от друга. Ну, кто-то поближе там находится, в каких-то местах не очень далеко, а кто-то достаточно далеко с вами общаться. И тем более, что вот опыт показывает, что при таких коллективных взаимодействиях всегда что-то еще рождается новое, да, то есть тот новый свет какой-то, который вот сейчас вот Людмила нам сказала, такой многомерный, он появляется, и тем самым мы что-то создаем новое для кого? Ну, для Творца в первую очередь, да, потому что мы здесь как тоже творцы, сотворцы, что-то делаем для этого, да, для того, чтобы замысел Творца реализовался, и на земле наконец наступило, ну что, мы построили, чтобы Эдемский сад, и чтобы мы в нем жили. Поэтому вот вклад каждого неоценимый вот в это дело нам помогает вот в таких вот коллективных взаимодействиях что-то вот творить новое. Поэтому мы будем ждать информацию от всех, кто может чего-то написать. Пожалуйста, пишите в чате своих ощущения, наблюдения, дополнения, свои фантазии, свои какие-то взгляды на это дело. То есть на весь Бионет и на все светличные технологии в том числе. И приглашайте в участие в Бионете, потому что чем больше людей пригласите на самом деле, тем самым вы тем больше усиливаете самих себя. Так, ну хорошо. Спасибо большое. У нас время подходит к концу. Мы тут ненадолго. Очень рад вашему участию. Очень приятно, что вы не забываете нас и можете находить время в свои выходные, отрывать его от себя для всех. Поэтому очень приятно,